Всем большой привет, добро пожаловать на канал. Сегодня я буду шить капор. На мой взгляд, это очень удобный такой головной убор, тем более этой зимой он довольно-таки модный. Я надеюсь, что он останется актуальным также и на следующий год. Для пошива капора нам понадобится всего лишь минут 15 времени, также небольшой отрез ткани размером 50 на 70 где-то. И необходимо будет также снять всего лишь одну мерку, это окружность головы. Капор можно сшить как из трикотажной ткани, также из любого вязаного трикотажа. Возможно, у вас есть какой-то свитер старый, который вы не носите, тоже подойдет, либо какие-то остатки после пошива худи. Ткань должна быть эластичной, хорошо растягиваться, ну и также приятной и мягкой на ощупь. И сейчас я подробнее расскажу, как шить такой замечательный головной убор. Для пошива я буду использовать трикотажную ткань. У меня есть вот такой футер петля плотностью, по-моему, 290 грамм. В составе 98% хлопок и 2% это эластан. Также мне понадобится небольшой отрез кашкарсе для обтачки. Если у вас нет кашкарсе, можете воспользоваться рибаной, либо такой же тканью, из которой будете шить сам капор. Для пошива также понадобится снять мерку окружность головы. У меня получается окружность головы 55 сантиметров. И к этой окружности я добавила еще 10 сантиметров на свободу. Теперь складываю ткань пополам. Сбоку у меня идет сгиб. От сгиба откладываю 32 сантиметра. И длина капора, как я уже сказала, у меня получается 50 сантиметров. Вы также можете добавить на свободу больше либо меньше, все зависит от вашей окружности головы и какой вы хотите капор. Либо чтобы он был более свободный, либо наоборот больше обтягивал голову. Это уже на ваш выбор. У меня получился вот такой прямоугольник, сложенный пополам. Сбоку у меня идет сгиб, и по сгибу я теперь откладываю сверху вниз 15 сантиметров. Ставлю отметку и рисую такую закругленную линию. Мне необходимо срезать угол. Это будет задняя часть капора. Теперь по передней части капора, где будет лицо, мне необходимо определить высоту отверстия. Можете померить также от лба в самый низ до подбородка, даже чуть ниже, вот то отверстие, которое вам необходимо для того, чтобы вам свободно было в этом капоре. Да? И я отмечаю, получается, сверху вниз, откладываю 30 сантиметров. Затем также в сторону отмечаю 2 сантиметра. И затем вверх вдоль среза также откладываю по 2 сантиметра и рисую вертикальную линию. Также внизу делаю более закругленный угол и срезаю. И вот такая получилась у нас передняя и задняя часть капора. Теперь стачиваю на оверлоке по переднему срезу и также по заднему срезу, где я срезала угол. Также можно стачивать на швейной машине, особенно в тех местах, где более закругленные участки, можно сначала стачать на швейной машине, а затем уже обработать на оверлоке. Либо, если нет у вас оверлока, можете просто стачивать на швейной машине.
Теперь мне необходимо выкроить деталь обтачки для передней части капора. Меряю отверстие сантиметра, умножаю на 2 и вырезаю деталь обтачки. Ширина обтачки 4 сантиметра. Делаю обтачку чуть меньше, чем само отверстие. Вот так у меня получилось. Теперь складываю обтачку лицом к лицу и стачиваю на швейной машине. Я уже приутюжила обтачку, сложила ее пополам и поставила отметки. Теперь прикалываю обтачку к отверстию. Сначала совмещаю швы, шов на капоре и также шов на детали обтачки. Прикалываю булавками и затем равномерно растягивая, также прикалываю обтачку по всей окружности. Вот так у меня получилось. Теперь обработаю нижний срез капора на оверлоке и подошью двойной иглой. На этом все. Я надеюсь, что это видео было вам полезным. Если это так, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Будут вопросы, пишите. Также пишите, получилось ли у вас шить капор или нет. На этом я с вами хочу попрощаться. Всем пока!